Сейчас в России идут длинные выходные. Вчера было воскресенье, а завтра будет 8 марта. Из-за этого понедельник тоже решили сделать выходным. Перенесли с субботы. Думаю, что сейчас те, кто смотрит меня из России, испытывают странное чувство. Почему все не так? Вроде все как всегда. Тоже небо опять голубое, люди продолжают ходить по улицам, заглядывают в магазины, обедают в кафе, едут по своим делам в общественном транспорте. Все так же, как и 2 недели назад. Обычно и привычно. Представьте, если бы вы уснули в разгар пандемии, в дни самых жестких ограничений, а проснулись бы прямо сейчас. Вам могло бы показаться, что жизнь наконец-то налаживается, если вы не посмотрели новости. Но мы не спали. Причем я знаю, что после 24 февраля многие из моих зрителей в прямом смысле слова не спали несколько суток подряд, потому что просто не могли уснуть. Сейчас вся окружающая действительность предстала перед нами подобно каким-то сюрреалистическим декорациям. Даже не верится, что прямо сейчас идет настоящая война. Для граждан Украины, вынужденных прятаться в подвалах от обстрелов, новая реальность уже очевидна. Она пришла и заявила о себе грохотом взрывов. В российских же городах по инерции продолжается обычная жизнь. Но в действительности привычный жизненный уклад в России тоже разрушен. Это, конечно, не физическое разрушение от снарядов и бомб, разрывающие на куски жилые квартиры обычных украинцев, офисы и школы. Но наша привычная жизнь уже уничтожена. Осязаемые последствия этой катастрофы пока запаздывают, но их обязательно почувствуют все. Это удивительное время для нашей страны, инерция нормальной жизни. Этот мимолетный период можно сравнить с началом острой лучевой болезни. Человек схватил огромную дозу радиации, но еще не чувствует никакой патологии. Он даже улыбается и шутит. Но его органы отказывают, а ткани стремительно разрушаются. В какое-то время этот человек еще будет бодрым и внешне покажется даже здоровым. Но он уже приговорен к тяжелой болезни, борьба против которой совсем скоро наполнит всю его жизнь и станет ее основным смыслом. До 24 февраля 22 года Россия, как правопреемница Советского Союза, была страной, которая победно завершила последнюю большую войну в Европе. Причем завершила ее на светлой стороне истории. Статус победителя во Второй мировой войне даже давал нашей стране определенные привилегии, как политические, так и моральные. Но после 24 февраля Россия – это страна, которая сама позорно развязала Первую европейскую войну в 21 веке. Еще недавно ведущие германские политики прямым текстом говорили об исторической вине Германии перед Россией. Однако, после того, как Россия в один день изменила свое место в истории европейского континента, и Германия, и вся объединенная Европа, и многие другие страны мира без особых колебаний и рефлексий ввели против нашей страны беспрецедентные санкции. Эти санкции подрывают целые отрасли российской экономики. Они не просто ухудшат жизнь россиян, а, вероятнее всего, в корне изменят их образ жизни. Период стагнации, когда российская экономика не росла, а доходы населения постоянно, но медленно сползали вниз, скоро может показаться нам золотыми годами. Наступает новая реальность, и она не понравится никому. Если раньше мы просили вернуть нам наш 2007, а потом скучали по 2019 году, когда не было пандемии, то совсем скоро мы будем мечтать о возвращении хотя бы в 2021 год. Уже не о прекрасной России будущего будем мечтать, а о сносной России прошлого. К моему сожалению, я здесь не могу сказать вам ничего утешительного. Перефразируя Уинстона Черчилля, я здесь ничего не могу вам пообещать, кроме пота и слез. Я надеюсь, что хотя бы, может быть, без крови. Все будет очень плохо. Не стоит тешить себя иллюзиями, что санкции – это ненадолго. Практика показывает, что их можно ввести быстро, а вот на то, чтобы их отменить, потом уходят многие годы. Приведу в пример знаменитую поправку Джексона-Веника. Это были экономические санкции, которые Соединенные Штаты наложили на СССР в 1974 году за воспрепятствование иммиграции евреев в Израиль. Эта поправка действовала 38 лет, аж до конца 2012 года. Уже и Советского Союза давным-давно не было. Из России можно было уехать в Израиль, просто купив билет на самолет. Даже виза уже туда не нужна. А в самой России наступил ренессанс местной еврейской культуры. Но поправка Джексона-Веника продолжала действовать. Отменить ее далеко не то же самое, что ввести было. На введение санкций уходят дни, а вот на отмену – десятилетия. Сейчас обсудим,
что нам предстоит делать дальше, но сначала прервемся на рекламу. Не перематывайте, пожалуйста. Это, возможно, одна из самых важных реклам в истории канала, кстати. Еще 2 недели назад YouTube, Twitter, Facebook и Instagram казались чем-то совсем привычным, тем, что будет всегда. Но последние блокировки показали, что это не так. Вполне возможно, что скоро единственными доступными в стране соцсетями будут Одноклассники и ВК, которые хранят ваши переписки и предоставляют их госструктурам немедленно. Ну а остальное блокируется. Поэтому сегодня VPN из роскоши превратился в необходимость для тех, кто хочет сохранить доступ к привычным соцсетям и мессенджерам. Но не все знают, что бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем? Большой вопрос. Если вы сейчас присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает санкций на оплату, и к тому же Surfshark располагается на Британских Виргинских островах, где нет закона, который заставлял бы VPN-компании хранить ваши персональные данные. Поэтому Surfshark этого не делает. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам ограничений, Surfshark также поможет избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду CATS Surfshark предоставляет скидку 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю в описании. Продолжим. Что же нам всем теперь делать? Если вы надеетесь на какую-то инструкцию по выживанию, то вынуждены разочаровать, пока даже непонятно, к чему именно готовиться. Подобного на нашей памяти не было, и боюсь, что опыт 90-х годов для нынешней ситуации совершенно не актуален. В 90-е годы Россия мучительно переживала тяжелый, но неизбежный трансформационный кризис. Это не то же самое, когда практически весь цивилизованный мир собрал коллективную волю в кулак, чтобы этим кулаком уничтожить российскую экономику. Кроме того, высота падения сейчас гораздо больше. К каким-то гражданским сервисам и минимальным бытовым условиям успели привыкнуть даже самые бедные россияне. Смартфон, персональный компьютер, стиральная машина, у многих даже автомобили во дворе. В каком виде все это будет существовать в скором времени, и будет ли вообще существовать, совершенно непонятно. Сейчас мы смотрим на огромное цунами, которое вот-вот нас накроет. Оно еще не обрушилось, и у нас пока есть время на то, чтобы подумать, как именно мы будем восстанавливаться. А восстанавливать Россию, какие бы ни были руины после этого всего, нам с вами все равно придется. Потому что другого выхода нет. Не могут же 145 миллионов человек просто сказать: здесь наши полномочия все, и куда-то бесследно исчезнуть. Это не кино, где наступает печальный финал, и персонажи уходят в затемнение, и появляется надпись «Конец фильма». Хочешь не хочешь, а придется дальше жить, спасая хоть как-то то, что еще можно спасти, и поднимая из развалин то, что разрушено. Что делать именно сейчас? Я не знаю. Нет у меня ответа. Но, однако, безумству храбрых поем мы песню. Речь идет, конечно, о тех, кого ответственность за судьбу своей страны вывела в воскресенье на улицы российских городов. Главная, поразившая всех вчера история – запись пыток девушки из ОВД Братеева в Москве. Она вышла на антивоенный митинг, была задержана, доставлена в ОВД и смогла записать там все на аудио. Там слышно, как из нее буквально выбивают ответы на какие-то бессмысленные анкетные вопросы. Полицейские избивают девушку, обзывают ее. Это просто страшно слушать. Ебанутые. Вы ебанутые. Меня мужчина при вас избивает, и я ебанутая, да? Да. Я Это понимаю. надо летучку сюда положить. Да, пальцы летучку. Вы, блядь, живете в этой стране, не пьете, блядь. А? Вы сейчас говорите про то, чтобы током меня бить? Да. А придется 220 не позже. А когда эти вот менты открывают рот, чтобы сказать что-то более откровенное, то выясняется следующее. Ты уж там чуть лучше за это. Нам, говорит, нахуй Путин сказал, ебашить нам. Долбоебов. Вау. Все, Путин на нашей стороне. Вы враги России, вы враги народа. Нахуй.
Тебе заебашим сейчас тебя нахуй, и все. Дело в шляпе. Что премию за это получишь? Путин сказал ебашить врагов народа. И еще премию за это им дадут. Вот так вот. В том МВД били не только эту девушку, но и других, кто отказывался оговаривать себя, фотографироваться или сдавать отпечатки пальцев. По словам феминистического антивоенного сообщества, которое опубликовало эту запись, в том числе как минимум 3 девушек били руками, коленями, бутылками, надевали пакет на голову, обливали водой, угрожали уголовным делом и пистолетом. У одной из девушек отобрали антисептик, использовав его для пыток других задержанных. Их схватили на антивоенном митинге в Москве. Но митинги прошли вчера и в других городах. Они, как и другие митинги в последнее время, отличаются довольно высокой хаотичностью, потому что их не согласовывают, у них нет какого-то одного организатора. Зато их география крайне обширна. Если в прошлые годы люди митинговали главным образом в Москве и в Питере, то теперь митинги проходят практически в каждом крупном городе России. Вчера задержали более 4000 человек, а всего на антивоенных акциях с 24 февраля задержано уже почти 13 тысяч человек, согласно ОВД-инфо. Это очень много. Например, на всех митингах в поддержку Навального зимой 2021 года задержали 11 тысяч. Так эти митинги стали самыми многочисленными по числу задержанных за всю российскую историю. Конечно, это говорит и о возросших рисках, но еще важнее о том, что на них действительно выходит много людей. Причем люди, которые не боятся задержания или административного ареста или большого штрафа. Ведь сейчас, на второй неделе ежедневных протестов, риски всем понятны. На улице вышло, правда, много людей. Вот, например, Москва и Петербург. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Очень впечатляющее видео сняли в Калининграде. Там бабушка, пережившая блокаду Ленинграда настоящими нацистами, вышла на акцию против войны с Украиной. И когда к митингующим подошел полковник полиции, чтобы что-то выяснить, бабушка попыталась объяснить свою позицию, но понимания в нем не встретила. Я житель блокадного Ленинграда. Мой отец погиб на фронте. Мать умерла, я с мертвой матерью лежала. Братья умерли старшие. Что вы хотите от меня? Я воспитывалась в Сибири уже даже в детском доме. Каких фашистов? Каких фашистов? У нас родственники, у нас друзья на Украине сидят в подвалах. Фашистов. Каких фашистов? Каких фашистов? Всех задерживают? Ну, давайте дальше. Вы пришли поддержать фашистов? Как вообще у него язык повернулся такое спросить у блокадницы? Ну ладно, с ним все понятно. Тут интересно другое, как люди реагируют на его приказ задержать их. Никто не пугается, не бежит. Наоборот, его слова встречаются насмешкой. Это впечатляет. Вот еще одно видео из Москвы. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. В автозаке поют «Прекрасное далеко». Видео как будто не из 22-го, а из 2011 года. Как всегда на этих митингах, насилие есть только со стороны полиции. Полицейские били дубинками митингующих, задерживали порой вообще случайных людей, с собаками, курьеров, велосипедистов и просто прохожих. Совсем нехорошо. В Петербурге полицейские задержали человека, ударили его электрошокером. А шокер — это не резиновая дубинка, им совершенно реально можно убить человека. Ой, помогите! Люди! Люди! Год назад тоже были отдельные случаи применения шокера, но тогда у полицейского руководства хватило ума массово их не применять, и никто не погиб. Еще произошла авария с автозаком в Москве. Это какой-то полный сюр. Водитель автозака так спешил доставить задержанных в МВД, что столкнулся с другой машиной, потом врезался в столб и перевернулся. К счастью, в этой аварии никто не погиб. Те, кто выходит сейчас на акции, несмотря на большие риски, вызывают большое уважение. Конечно, каждый сам выбирает для себя, какие риски он готов брать. Не нужно коробить себя, если вы по тем или иным причинам не можете выйти на митинг. Вы можете сделать что-то еще. Но те, кто выходит на митинг, очень крутые. Закончить этот кусок про митинги я хочу одним довольно страшным видео из Украины. Российская Росгвардия привыкла бороться со спокойными девушками и хотела таким же образом усмирить Харьков. Но не доехали. Получилось вот что. Смотрите, друзья, разбитая колонна россиян, здоровеннейшая, не знаю сколько, от
техника всяческая. И посмотрите, с чем они ехали брать Украину. Они думали, что мы вообще какие-то хохлы. Но тут оказались козаки українські, котрі розбили цих окупантів в пух і прах. Дивіться, вони їхали зі звичайними шоломами, зі щитами. Вони думали, що в нас проканає так, як в Москві, в Пітері або в іншому російському місті, але вийшло не так. ОМОН не доїхав, друзі. ОМОН став на під'їзді до Харкова і залишився тут навіки вічні. Таких видео с разбитыми и сожженными колоннами российской техники и, к сожалению, к большому, еще и с убитыми российскими солдатами, в Телеграме сейчас очень много. Также там много видео с ужасными разрушениями украинских городов и с жертвами среди мирных людей там. Московские митинги — это, конечно, важно, но нам нужно помнить, что совсем недалеко от нас идет реальная, большая, настоящая война с применением боевого оружия в больших количествах. Война, в которой гибнут мирные жители Украины, украинские защищающиеся солдаты и российские солдаты, которые отправлены туда совершенно непонятно зачем. Что же ждет нас дальше с вами, после того, как эта бессмысленная война, которую непонятно зачем начал Владимир Путин, закончится? Нам останется только платить репарации и проходить процессы коллективного покаяния в том или ином виде. Возможно, буквально музей российской агрессии необходимо будет установить в Москве, чтобы в нем было рассказано, как при Путине Россия развязала огромную и ужасную кровопролитную войну против Украины, в которой погибло очень много людей. Конечно, нужен будет трибунал для тех, кто виновен в этой всей истории и в военных преступлениях, которые совершаются сейчас на территории Украины. Мы к этому придем неизбежно, потому что нету никакого иного реалистичного варианта развития событий. Не может путинская псевдоимперия существовать так же, как СССР 2.0. Не может она тягаться со всем миром. Для этого нет ни ресурсов, ни идеологии, ни достаточной экономики. Мы заплатим высокую цену и неизбежно проиграем в этом безумном противостоянии. Хочется верить, что после неизбежного полного коллапса к власти не придут радикалы или реваншисты, а у нас все-таки получится встать на демократический мирный путь. И только тогда, если это вообще еще будет возможно, мы сможем играть роль, которая для нас была изначально естественной, и снова занять свое место в мирном и дружеском союзе бывших советских республик, где живут люди, еще недавно объединенные одной культурой и одним языком. После этой войны у нас уже не факт, что получится, не факт, что такое вообще возможно, но может быть выйдет. Каждый из нас может сделать этот сценарий чуточку более вероятным, чем ядерная война или гражданская война или новое тоталитарное правительство после Путина. Для этого даже в самые темные времена надо не забывать, что правда существует, что ее нужно говорить и не поддаваться всеобщей истерии. Каждый, кто будет помнить нормальную жизнь, кто будет помнить и говорить вслух правду, в такие темные времена будет очень ценен. Закончить хочу позитивной минутой. Вчера появились сообщения, что Путин хочет отстранить и судить Шойгу в связи с тем, что боится военного переворота. Непонятно, насколько эта новость правдива, однако почва у таких новостей определенно есть. 1,5 недели назад путинский режим по факту перестал существовать. Путинский режим – это информационная электоральная автократия. Он был построен на контроле выборов и информационного пространства через точечные репрессии, фальсификации и контроль ключевых СМИ. Но главной его опорой было соглашение между элитами. Пока они были лояльны, они могли наживаться на сломанных институтах в России, а деньги вывозить и селить свои семьи там, в Англии, ну или в Италии, Монако или Франции. Селить их где-то там, где права собственности защищены, правовое государство работает, и эти элиты от пороков создаваемого ими государства в России не страдают. Так вот, это закончилось. Нет больше такого режима, которым был путинизм до начала войны с Украиной. У элиты исчезла возможность красть тут, а жить там. Исчезли тихие гавани для коррумпированных чиновников всех мастей. Все, на что эти влиятельные и важные для системы люди работали всю свою жизнь, рухнуло. И это просто не может не вызвать землетрясения в нашей системе управления. Эффекты от него мы будем наблюдать в ближайшее время, и я думаю, они нам с вами понравятся. До завтра. В конце хочу 2 небольших объявления. Во-первых, напоминаю вам про наш Patreon. Тут все подключали, и редакция без средств не осталась. Так что, если можете подписаться, подпишитесь. Во-вторых, у нас в эти непростые времена на канале вакансия.
Ищем тех, кто работает с текстами и мог бы пойти к нам на full-time. Нужен автор с опытом работы в журналистике, публицистике или политической аналитике, или в новостях от 2 лет. Конечно, в независимых СМИ, не в государственной пропаганде. Надо разбираться в разных темах и готовить базы для сценариев. Главное, писать интересно, чтобы потом ролики получились захватывающие, ну и уметь искать и обрабатывать информацию. Работа удаленная, платим хорошо. Мы хотим найти автора, чтобы сотрудничать ежедневно и постоянно. Если вам это интересно, заполняйте анкету внизу и делайте тестовое задание по ссылке в описании. Вот так, теперь до завтра.